Всем здравствуйте, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Леха, и это Ведьмак. Третий Ведьмак, ребята, закончили мы в тот раз на очень такой сложной ноте. Это погиб, к сожалению, наш дорогой Весемир, пал в бою. Но игра продолжается, жизнь продолжается, ребятки, и теперь нас ждут новые приключения. И я так думаю, то, что наши друзья совместно с нашим Ведьмаком Геральтом теперь отправятся на поиски уже самой дикой охоты, дабы наказать за смерть своего друга. Хотя это только мои предположения. Но давайте посмотрим, ребят, чем это все закончится. Авалак, по-моему, если я не ошибаюсь, собирает всех. Зираэль обладает великой силой. Да. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто-то ее все-таки учил. Как видно, без... Кто же ее, интересно, учил? Меня прям... У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зираэль, спрятать. И собрать более мощные силы. В Каэр-Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае следует попросить о помощи врагов. Врагов? Лучшее оружие против дикой охоты — магия. Значит, нам нужны чародейки, О. мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? Стоп, ложу разбили, алло. Большинство членов ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхарт, Маргарита Лаантиль и Фрингилья Виго, скорее всего, живы. Францеска кто-то, и да. Ида? Ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да. Наверное, так будет лучше. Ну окей, наверное, нет выхода. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила Будем соглашение более с императором. благоразумными. В обмен на помощь ложа получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. О как! Это будет нашим козырем в торге. Трис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения. С меня хватит. Я не дам себя никуда вести, как мешок. Я не хочу сидеть сложа руки. Я устала ждать и прятаться. Ты права. Ты Поддержу права. ее. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Проще похлопать по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, ни хрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне. Пока. Ну так себе она повела себя на самом деле. Пусть идет. Цири нужно время. Пусть она Это немного в правда. себя придет. А еще ей нужно заниматься. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение, правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Цири может оказаться даже более опасной, чем дикая охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. У меня, знаете, такое ощущение, что Цири была как черная дыра. То есть она сначала выплеснула энергию, а потом она в себя просто начала все втягивать. И если бы ее Авалак, наверное, не остановил, она бы в себя, я не знаю, весь этот мир к чертовой матери поглотила. Хотя, может быть, я преувеличиваю, но... Интересно бы, на самом деле, чем это закончилось. И насколько бы жестко она ультанула. Потому что ее еле остановили, и, в принципе, ее остановил даже не Йеннифер или Трис, а именно Авалак. Все-таки очень мощный чародей. Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после 8 попыток? А сколько я должна это делать?
Что она как-то себя Сколько ведет, как потребуется? мразота вообще просто редкостная. У меня ничего не выходит. Тупо баба включила, тупо истерика. Давай, давай, родной. Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим маятник — легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Чё это? Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило, ну что угодно, ты всегда умеешь взять себя в руки. Давайте поддержим. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Отведешь меня в горы и напоишь отваром шалфея? Друиды Скеллиги использовали его веками. И весьма успешно. Эй! Кстати, один из немногих моментов, где Геральт вообще улыбается в игре. Ты пожалеешь. О! Ну нихера, она... Ты жульничаешь? А как снежок взять? Капуша, Я тебе А как, покажу. а как снежок взять? сначала Э-э-э. догони. А как? А, типа надо догнать. Да нифига, она с щитами. Подождите, а как взять? Ну, уворачиваться от снежков. А, господи. Все, я понял. Боже мой, это же обычные как бомбы используются. Сейчас получишь. Попал. У тебя нет шансов. Все, я понял как. Фига, она летает, как это, как... Эй, это нечестно. У тебя нет шансов. Довольно легко. Сейчас получишь. Я бы сказал, это слишком, наверное, легко. У тебя нет шансов. Хотя, может быть, я ее просто забаговал, я не знаю. Или так оно и должно быть. Че, мать? Есть. Ну, главное, настроение и подняли. Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. И надо просто, да, было не зацикливаться. Не прокатит. Не прокатит. Такая тема. Хотел в спину закинуть. Ля, чьи пятки? Геральт! Так, мои. Вставай! Я обосрался. Что? Что такое? Вставай! Пора ехать. Я коней заседлала. Цири, только рассвело. Куда ты собралась? Может, ему снится это? Велен, через несколько дней на Лысой горе будет шабаш чародеев. Шабаш. Шабаш это у меня обычно Знаешь, у подъезда. кто у них почетный гость? Там вот шабаш. Кто? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. О как. Как тебе это вообще пришло в голову? Я хочу отомстить за Весемира. Шабаш — это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих, пьяный и расслабленный.
Он не будет ждать удара. Чувствую, Авалак будет не в восторге от твоего плана. А ты его здесь видишь? Я оставила ему письмо. Мы встретимся в Новиграде. Пойдем, по дороге поговорим. Веди. Сразу велен. Не поеду к императору. Пусть будут последствия, но Поедем? не хочу поехать. Не хочу ехать. В путь. После битвы в Каэр-Морхене, которая едва не закончилась смертью всех защитников крепости, Цири начала думать о месте предводителем дикой охоты. Однажды ночью она разбудила Геральта и убедила его отправиться в Велен. Цири знала, что на вершине вычислять Лысой просто горы будем. она встретит Имлериха. Девушка собиралась его убить. Посмотрим, чем это все закончится. Ведьмак меня, ребят, не перестает. Уже 50 какая-то серия, но не перестает меня Ведьмак радовать этой вот красивой атмосферой, знаете, такого. Постоянно новые картинки. Очень круто. Дерево, кстати, на какого-то монстра похоже вот с первого взгляда. Типа гидры или еще чего-то. Во Вроницах про это место говорили. Арт Кербин. Дом хозяек леса. Крестьяне боялись этого места, а барон считал, что хозяйки леса просто сказка для непослушных детей. Интересно, как он сейчас? Ну да, кстати. Он нашел жену и забрал ее куда-то далеко. С Анной не все было в порядке. Жалко. Кстати, Откуда ты знаешь, что мы найдем здесь Имлериха? Авалак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Аэнейля. В Велине это ведьмы. Как я поняла, Эридин послал Имлериха к ним с приказом держать ухо востро. На случай, если Авалак вернется в старое убежище. Судя по количеству Ясно. ушей, которые висят в Иллюминаты. лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, Имлерих еще здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его, а это питает его самолюбие. ведьму Я ублажают. уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь шабаша. Он вообще в курсе, как ведьма выглядит? Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти Имлериха. Я, конечно, не подстрекатель, Веленские но... крестьяне зовут эту ночь праздником даров. Не знаю почему. Масса следов. Здесь прошла толпа крестьян. Так, давайте-ка мы, наверное, вот так вот сохраним. Почему-то время от времени, ребят, курсор остается на экране. К сожалению, не знаю, у всех ли такая проблема. Ну, это особо вроде не Авалак мешает говорил, игре. что самая большая слабость Имлериха — тщеславие. Тщеславие? Он старается произвести впечатление на противника. Зато второй, Карантир, скрытен и прагматичен. Что неудивительно, он ученик Авалакха. Угу. В кого ты там стрелять собрался? Когда-то служил хозяином. Но он же Слышь Пусть ты, подойдут. блаженный. Но они пришли на праздник. Не годится отказывать им в гостеприимстве. Мы не Вот на согласен. праздник, нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите, еды и питья хватит на всех. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам, и мы хоть глазочком на них поглядим. Да. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами, правда? Говори за себя. Идите за мной. Идите за мной. Ай, ну давай. Это что за потеряшка?
Знаете, похоже на сборище хиппи у костра. Или каких-нибудь этих сектантов, я не знаю. Мне почему-то такие ориентиры. А что вы отмечаете? А что вам до этого? Не гневайся. Беловолосый служил хозяйкам. Опусти Как и арбалет, мы полудурочный. ему служим. Алло. Еще не Целый пойму. год мы шлем им дары, а в эту ночь они одаряют нас благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет 8, кажется. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Ну, ясно, Не затерпели. знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода? Вы не здешние, а потому не судите нас по чужим законам. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют. Да, так и проходят наши дни. Сперва лето в трудах под жарким солнцем, потом дождливая осень, а потом зима и смерть. Найс вообще. И Живет. тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота дуб родит нам желуди. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими Чё? желудями? Старейшины Велена собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай. Другие — отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чехотки. И что, горсти заколдованных желудей хватает на весь Велен? Никогда не хватает. Блин, бред какой-то. Вообще какой-то Довольно об безысходность. этом. У нас есть еще вопросы. Ну-ка давай А ближе к теме. почему мы не пройдем через ворота? Хозяйкам только избранных пускают. Каждый год на гору поднимаются юноши и девушки, не больше 3. Дай угадаю. Юноши и девушки не возвращаются. Возвращаются счастливыми. Редко кто остается потом в Веллине. Они уходят искать счастье. Подожди, а после. зачем они, если они возвращаются? Окей, ладно. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед Теклой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками. Ясно. Россия без коррупции, как всегда. Опа. Ну-ка, стопэ. Купец! Опять ты! Ты Покажи свой товар. как ты это делаешь? Мать твою, ты грёбаный волшебник. Как он так перемещается? Так, знаете что, я вот немножечко вот этого бы подскинул, а то что-то у меня больно много этого собралось. Всякой еды, воды, рыбок и прочей херни. Кстати, кто-то мне сказал продай трофеи. Ребят, я их до кучи складирую. Все равно, ну, вес нам позволяет это все делать, тараканить. Так что я думаю, что ничего критичного такого нет. Хотя, с другой стороны, что я тогда запариваюсь, это продаю. Бывай. Так, у меня вопрос, а вот тут вот кто? Кузнец. Но Угу. Бывай. Так, окей. зима была тяжелая. Куда путь много даст. Добрые хозяйки. Ну, это я говорю, это как фанатичный культ, знаете, такой. Смотри, мальчик. О, этот! Это Прибожик. Я Прибожик. его знаю. И его Васик зовут или как его? Ивасик. Во. Что в меня? Ты вернулся? Дадова. И девицу свою отыскал. Я и Васик, мы уже знакомы. Правда, это я с тобой познакомился. Потому что ты убегала, и я видел тебя со спины. Ну, это долго. Это когда он срался дело, она его испугала. Меня зовут Цири.
Приятно познакомиться. Как твои дела? Все здоровы, спасибо. Что вас сюда привело? Мы собираемся на вершину горы. Можешь нам с этим как-нибудь помочь? Я бы попробовал вас отговорить, но это, наверное, напрасный труд. Девица такая же упрямая, как и ты, правда? Инфосотка. Еще больше. Я так и понял. Дорога на вершину начинается там, за воротами. А ключ от ворот только у старой Теклы. Вам его не достать, так что лучше возвращайтесь назад. Почему? Почему ты считаешь, что ключ не достать? О боги, да с вами хуже, чем с детьми. На вершину горы пропускают самое большее 3, только прекрасных юношей или ладных девушек. Так это ко мне. Они получают ключ, открывают ворота и идут навстречу с ведьмами. Я гожусь. Но он-то старый и страшный. Какая от него польза? Че, Я могу, охерел? например, найти пропавший голос. Тогда иди и поищи голос своего разума. Лех, А я тебе гадость, скажу, а? лучше возвращайся. С ведьмами шутки плохи. В смысле? Я старый, страшный. Обидно вообще до слез. Так, ну Мы здесь колись. потому, что ищем эльфа по Щегол. имени Имлерих. Цири считает, что он гостит у ведьм. Такой здоровый, весь в доспехах. Тогда верно. Он и правда на вершине горы. Ты Опа. видел его? Первый раз на топях. Все, школьник, проболтался, Вода да? замерзала под копытами его коня. А вчера 2-й раз. Уже здесь. Все, школа попала. Зачем вы его ищете? А не зачем. Он убил моего друга. На твоем месте я бы не стала мстить. Перед ним даже ведьмы прогибаются. Мгм. Держи в курсе, молодой. Мы должны добраться до вершины. Придется убедить в этом Теклу. Она слепая, но ее не обманешь. Мы и не будем изворачиваться. Она там, в шатре сидит. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Я не удивлюсь, если сейчас будут какие-нибудь загадки или квесты. Ну, Солнце зашло. это же логично. Типа, ну что-то же должно как-то... Еще не готовы. Это ночь? Так, ну-ка, я занимал очередь. Мне без это, я карту Распогодилось. просто взять. Не знаю, прокатит, нет? Что это? Кто это? Пойди сюда, девушка. Ну, ближе. Ёпта. Опасно. Так, какая она? Узкие бедра, глаза блестят, с характером. У тебя был когда-нибудь мужчина? Неважно, я уже знаю. Я выбираю тебя, девушка. В эту ночь ты увидишь хозяйку. А я? Если она идет на гору, я иду с ней. Что там еще кот принес? Седой, жилистый, со шрамом и глаза змеиные. Так. От него смердит запекшейся кровью и мертвецами. К тому же он старый и бесплодный. Я отвергаю тебя, выродок. Девушка Слышь ты. пойдет на вершину одна. Выродок, я тебе сейчас дверь, ёпта, в другую сторону открою, алло. Я сказал, с ней Я пойду пойду. вместе с девушкой. А он с характером. Что ты видишь? Ему это очень важно. Он любит девушку, но хочет это от нас скрыть. Может быть, я ошиблась? Может, в нем есть еще жизнь? Есть, мать, инфосотка, давай Старый пропускай. обычай позволяет мне отказаться от решения. Если ты примешь вызов. Давай 1 на 1, старая, давай. Вообще Я не важно, что за принимаю вызов, давай. вызов. Го ПВП я создал. Пойдем. В смысле? Я бабулю не буду трогать. В смысле, с кем вызов? Погляди, вот эта монета из давних времен. На одной стороне в огне горит фалька, потому ее называют Ореном Смутьянки. Около берега. Принеси мне эту монету. Нихера ты, мать, меня забайтила. Что-то будет. Что-то будет.
Господи, спаси и сохрани, а. Ну шо, пацаны, погнали! Чуть до дна не достал. Понял я. Я не знаю, почему они на меня не нападают, но мне это очень нравится. У меня есть вопрос. Очень простой. Монета падала у берега, но мне почему-то показывают, что надо плыть. Так, ну-ка, погодите-ка. Поехали. Почему-то показывают, что надо плыть туда. Что-то как-то у меня кислород очень быстро стал заканчиваться. Успеть. Я же успею? У меня какое-то зелье было, типа, под водой дышать, но впадлу просто делать. Да нет, я успею. Хорош. Мать, я достал! Странное ощущение, что меня получится. Зараза. О, сука. Ну тебя нахер. Так, мне за бесов чеканную монету не заплатят, так что просто так на халяву убивать бесов не буду. Кстати, интересно, что он там охранял? Ладно. Я уже начала беспокоиться. Что-то будет. Пойдем за... Эти вернулись. Чего вы хотите? Я принес монету со дна озера. Смердит тиной. Ничего не поделаешь. Ты сдержишь слово? Я всегда держу слово. Покажи монету привратнику за воротами. Он поймет, что это значит. Окей. Марика откроет вам ворота. А теперь ступайте. Что-то какой-то легкий квест. Типа, открой ворота, я не знаю, хоть бы там бес на меня Прошло отлично. напал. Конечно. Ты в пещере не ныряла. Не ворчи. Ты нырял в местах похуже. Последний. Я тебе помню, я как-нибудь раз расскажу, нырнул. Как взял заказ на Ригера. Помню, я раз, конечно, нырнул, да, знатно. Мы не об этом сегодня. Так. Так, давайте-ка мы F5 прожмем на всякий пожарный. Тук-тук, мазерфакер. Это кто? О! Как тебя зовут, девушка? Здорово! А тебя? Неважно, как тебя зовут. На вершине горы ты оставишь свое имя и получишь новое. Будь свободен. А ты? Что за черт? Я прошел испытание, и у меня есть доказательства. Узнаешь? Лорен Смутьянки. Смертный приговор. В смысле? В смысле, блядь? Нас что, подставили, что ли? Слышь ты, пес. Хера себе, она что, нас забайтила, что ли? Домой, куда лезем, родной? Крепкий был бугай. У нас мало времени. Я займусь Имлерихом, а ты убей ведьм. А Валак говорил, они живут в корнях дуба. Исключено. Я иду за Имлерихом. Ладно, давай разыграем. Камень, ножницы, бумага. Ха! Обидно, да? Да в смысле? А, до 3. Пёся кровь! Давай еще раз. Сосай. Иди за ведьмами.
Ималерих опаснее ведьм. Будет лучше, если я им займусь. Я дерусь не хуже тебя. Мы Ты оба проиграла. знаем, что это неправда. Хоть раз меня послушай. Ну, Никаких «но». О, ладно. Береги себя. давай, мать, и ты И себя. тоже. Сейчас в соло выйду просто с Имлерихом. Просто раз на раз сюда мне его дайте. Сучка, надо к этой будет вернуться. Спалить ее, этот шатер к ебени матери. Умный очень. Надо как-то спуститься. А, я за Цири? Ага, найс идея. Зараза. Похоже, придется прыгать. Угу. У нас так один в городе прыгнул. Солдатиком. Вообще легко прям. Добраться до сердца корней. Слушай, ну если они втроем сразу нападут, это будет очень печально. Максимально печально, насколько это только возможно. А тем более от хила нет. Каким он был? Он прожил всю жизнь в любви и не знал горечи. Ням-ням. Твою мать, я чуть не обосрал. Лся. Здорово, кошелки. Приветствую, дитя старшей крови. Мы знали, что ты вернешься. Мы еще помним твой вкус. Хватит болтать. Да в смысле? Сучка. Твоя жизнь наша! Как ультануть-то, алло? Ты умрешь здесь. Сучий шабаш, а? Надо одну. Хотел сказать, надо одну контрить, но... Да, конечно. Да не, ну тут без шансов. Я не знаю, если они что-нибудь не ультанут, но... Здесь просто... Они тем более не регенятся. Одна отлетела. Вот такое что-то невнятное. Я думал, что-то, если честно, будет посерьезнее. Несносная девчонка. Я их даже без ульты просто сейчас размотаю. Несносная девчонка. Нифига себе. Неплохо, мать. Давай-ка маленько порегенимся.
по Децелу. Наглее очень. Надо поменьше наглеть. Прям под панч попался, а. Прям очень-очень глупая смерть. Я понятия не имею, как это говно контролировать. Твою мать. Твою мать. Ёбу дала вообще, что ли? А, кстати, все так неплохо идет, я вам хочу сказать. Слушайте, все не так уж и плохо в этот раз. Давай попробуем прям по 3. Просто спокойненько, прям по 3. Бам, раз, два, 3. Ушел. Ты умрешь! Здесь! Ладно, не наглеть. Угу. Грамотно вы, барышни, разбежались. Неплохо. Твою мать. Руки, ноги плавают. Что происходит? Всё, мать, пора умирать. Ты умрешь! Здесь! Главное не бомбить. Терпение и труд, друзья мои. Друзья мои, все перетрут. Минус все ведьмы. Не знаю, башку бы им для верности отрубила. Иди сюда! Найс. Сука. Еще какая. Имлерих наверняка на самом верху горы. Так, друзья мои, ну что ж, серия подошла к концу. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылочку на полный плейлист вы найдете внизу в описании. Удачи, ребят, берегите себя. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.